Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем готовить домашнюю лапшу из петуха. Если кто не знает, то самые вкусные бульоны, самые вкусные супы из птицы получаются именно из петуха. Вот такой домашний петушок, желтый, молоденький, красивый. Вот с него мы сегодня будем делать вкусную лапшу. Еще нам понадобится морковь, лук, соль, перец черный, растительное масло, специи любые, какие хотите, травки, все что угодно. И на лапшу понадобится пару яиц, мука, немного воды и немного соли. Готовится все просто. Получается настоящая домашняя вкусная лапша. Лапшу можно варить как из целой птички, так и можно порубить сразу порционными кусочками. Петушка я порубил. Забыл сказать, как отличать петуха от курицы, вот уже разрубил. Вот эта часть, голень птицы, у петуха всегда она узкая и длинная. У курочки она всегда шире и короче. При визуальном сравнении, например, на рынке, то петушков видно сразу. У них более вытянутое тело, более такое узенькое. И вот ноги у них всегда длиннее. Это сразу заметно. Поэтому, если вы будете на бульон именно выбирать птицу, то на бульон лучше брать петуха. А на жарку, на запекание, там, на что угодно, на все остальное, лучше брать просто обычную курочку. Ну вот примерно так можно выбрать. Теперь отправляем его в кастрюлю, наливаем холодной водой, ставим на слабый огонь или средний и доводим до кипения. Еще некоторые в лапшу вообще картошку не кладут, но я ее положу. И не забываем снимать пену. Уже появился жир янтарный от птички. Птица отличная. Пока петух варится, делаем домашнюю лапшу. Берем яйца, пару штук. Немного соли. И взбиваем. У меня с тестом не очень добрые отношения. Мне просто лень с ним возиться, как всегда. А если вы хотите научиться делать вкусное тесто, выпечку, да все что угодно, обязательно загляните на канал у Надюхи на кухне. Там очень много всего вкусного. И там вы научитесь правильно делать тесто. Такое, что все позавидуют. Добавляем сюда примерно столовую ложку воды. Это примерно 15 миллилитров. 10-15. Теперь высыпаем сюда муку. Размешиваем сначала венчиком, после можно уже руками начинать. Ссылку на канал у Надюхи на кухне я оставлю в описании ролика. Ну и теперь можно это все высыпать на стол и уже разминать здесь.
Чем сильнее вы тесто вымесите, тем оно будет эластичней и вкуснее. Муки здесь надо примерно 2 стакана. Это около 300 грамм. Тесто вот уже становится такое, как резиновое. Уже ни к чему не прилипает. Эластично. Ну, такой получился колобок. Теперь тесто нужно замотать в пленку примерно на полчасика. Можно положить в холодильник и пускай оно там полежит. Птичка почти сварилась. Бросаем сюда лавровый лист, несколько горошин перца черного и немного можно подсолить. Пока петух варится, делаем зажарку. Трем на крупной терке морковку. Все не надо, вот этого будет достаточно. И мелко режем лук. Добавляем сюда сливочное масло. Наливаем растительное. И ставим жариться. Зажарку жарим не до золотистого цвета. Просто немного пассируем, чтобы лук стал мягким. И все. Сильно зажаривать здесь не надо. Зажарка готова. Выключаем. Тесто пролежало в холодильнике примерно часик. Вот оно такое упругое, плотное. Он аж катается. Делаем лапшу. Еще раз хорошо выминаем. Теперь делим на несколько частей. Эти части пока опять в пленочку, чтобы они не подсыхали. А это раскатываем. Ну и раскатываем как можно тоньше. Ну вот такое получилось тесто. Оно совершенно не прилипает, такое как бумажечка. Теперь его куда-нибудь откладываем и пускай оно подсохнет. Делаем следующее. Усилия здесь, конечно, немалое надо прилагать. Потому что тесто такое плотное, его нужно очень хорошо раскатывать. Петух сварился. Варился он примерно 2,5 часа. Обычно петух всегда дольше варится. А такие, которые постарше, вообще варятся очень долго. Бывает до 6 часов. Поэтому проверяйте, просто пробуйте. Если мясо мягкое, откусывается, то уже готово. Отправляется сюда картошка. Добавляем специи, которые вам нравятся. И отправляем сюда зажарку.
Ну и начинаем делать лапшу. Блинчики уже подсохли. Покажу пару вариантов, как можно ее порезать. Можно разделить ее вот такими кусочками. В зависимости от того, какая вам длина нужна. И берем, просто режем. Как можно тоньше. Ну, вот такая она получается. И пока откладываем в сторону. Делаем другую. Если хотите, чтобы она была длинная, то можно скатать такой блинчик в рулон и резать прям по рулону. Вот и все. Пусть теперь немного подсохнет, и лапша готова. Картошка почти сварилась. Теперь перчим по вкусу. Досаливаем по вкусу. И кидаем сюда лапшу. Смотрите по желанию. Хотите гуще, кидайте больше. Ну, пока так. Теперь доводим до кипения и сразу выключаем, чтобы лапша не разварилась. Лапша закипела. Выключаем. Еще раз пробуем. На вкус. Я вот попробовал, соли еще маловато. Добавляю. И все. Оставляем так остывать. Крышкой не накрываем, чтобы она не запарилась. Вот такая получилась лапша из петуха. Аромат стоит очень хороший. Сразу чувствуется, что это домашняя птица, что это не бройлеры магазинные. Очень вкусно пахнет.